В кадре лучше не курить, да? Не, как хочешь. Тогда отлично. Слушай, сначала давай о тебе расскажи вообще, чем ты занимаешься, кто ты и откуда ты. Меня зовут Руслан. Я занимаюсь основным видом деятельности, которой я занимаюсь, это IT-сфера и музыка. Музыкой я начал заниматься в Москве. Я сам с Москвы. И там я учился в Московской школе музыки, где, в принципе, мы с тобой и познакомились. И на протяжении года я учился там, потом ушел из универа и начал заниматься чисто своей студией звукозаписи в Москве. Вот. И на протяжении 2 лет мы пытались ее поднять, сделать крутой, достигли какого-то пика, которого хотели. Ну и потом случилось, что случилось, и мы все разъехались по разным странам, по разным местам. Вот. И у меня такой путь, наверное, занявший 7 месяцев до Америки. И вот я в Америке сейчас, в США. Расскажи вот как раз про этот иммигрантский, так сказать, как тебя помотало, вот, начиная с Москвы и заканчивая Америкой. Вот как это На самом деле, происходило? на самом деле, это пипец как интересно, если рассказывать, потому что очень было много моментов, когда я думал, чем мне заниматься. Потому что я и IT-сферой занимаюсь, программист, ну, типа веб-разработкой, и музыкой. И то есть я как только из Москвы уехал, я сразу поехал в Казахстан. Когда я только студию как бы покинул, можно сказать, но у меня остались партнеры там, и я думал, что студия будет дальше продолжать двигаться. Ну, я как бы из музыки особо не уходил, как бы пытался со всеми ребятами вместе держаться. Но потом, после Казахстана, я уехал в Сербию. В Казахстане я, кстати, музыкой активно занимался, я пытался искать студию звукозаписи там. То есть у меня была цель найти, скажем, единомышленников, таких же, как у меня были в Москве, только в Казахстане, потому что я вот переехал туда, ну, надо что-то мутить делать. И в Казахстане я нашел классную студию Rose Records. До сих пор с ними на коннекте, до сих пор мы работаем с ними, они мне релизы будут делать, сводят мне. Ну, в общем, классные ребята. Вот. В Казахстане я пробовал где-то месяц, и потом меня друг позвал как раз в Сербию заниматься уже IT-проектами. Мы тогда считали, что Сербия — это Европа. Типа, мы хотели очень сильно в Европу попасть, типа, в Европе очень круто там двигаться по IT-проектам, это же Европа, все такое. И по музыке я тоже думал, что там классно двигаться. Ну и в целом, я переехал в Сербию из Казахстана, и вот мы с другом начали двигаться. У меня тогда была еще работа на российскую компанию, то есть я, в принципе, хорошо себя чувствовал, удаленная работа. И я просто жил в Сербии и пытался, опять же, параллельно заниматься и программированием, и музыкой. Вот. В Сербии мы жили, короче, вдвоем в квартире, и я постоянно, просто у меня даже дома был микрофон, аудиокарты, я просто фристайлил, что-то делал, потому что, ну, я хотел этим заниматься просто постоянно. То есть я только, по сути, когда уехал с Москвы, я уезжал со студии. То есть я на студии практически находился 24/7. И для меня это была важная часть жизни, и поэтому я как бы продолжал этим заниматься, даже вот неважно где. И в Сербии я тоже задался такой целью, все, вот Европа, Сербия, офигенно. Но Сербия оказалась вообще не Европа. И я начал искать студии. На одну приехал, ну, вроде прикольно, но коннекта не словили вообще. На вторую приехал, тоже уже ребята более интересные, как уже более такая дорогая студия, видно. Но опять же, коннекта никакого не было. И потом я понял, и мне объяснили, я по клубам еще походил, по сербским, я понял, что в Сербии музыкальная индустрия отстает от всей индустрии, там, ну, допустим, сравнивая с российской индустрией, лет на 10, на 15. То есть у них в клуб приходишь, и у них до сих пор могут мешаться какие-то хиты популярные, ну, мировые, да, с сербским, так скажем, фолком. То есть вот сербский фолк, вот эта сербская музыка, и просто в клуб приходишь, слушаешь какого-нибудь там, ну, популярную музыку, и потом это там первые 3-4 песни будут, чтобы разогреть аудиторию, а потом чисто сербская музыка.
тоже качающая, тоже какая-то пытаются делать в каком-то таком современном стиле, но все равно еще звучит плохо. И я понял, что Сербия вообще не то место, где стоит развиваться в музыке. Вот. И как И относишься тогда вот же... к нашим же однокурсникам, которые сейчас тоже пытаются там что-то сделать? И ты скорее думаешь, что это побег от ситуации, или все-таки они хотят дальше там находиться? Ну, даже по опыту общения с этими ребятами, с нашими ребятами, ну, с которыми мы учились, и которые переехали в Сербию, в САИ учиться, в сербский университет, я понял, что они там учатся просто потому, что, ну, нет выбора другого. То есть получилось попасть туда, и как бы окей, можно закончить, получить диплом, но мало кто удовлетворен что образованием, что возможностями, которые Сербия предоставляет, то есть вся индустрия клубная, там даже диджеить что-то, очень, как я понял, тяжело пробиться со звуком, который мы в Москве уже, а, ну, многие из наших ребят уже какой-то свой звук развили, и в Сербии этот звук просто, ну, не будет понят. Вот, и я чувствовал как бы от ребят, ну, и ребята мне сами говорили, что в Сербии, конечно, двигаться по музлу такое себе. Надо куда-то в другое место ехать. Вот. И я сам это понял, и, в принципе, это касается любых индустрий. То же самое касаемо IT. То есть я думал, что тоже, опять же, в IT-индустрии как-то там двигаться можно будет, но в тот момент, по сути, там не было, кроме Яндекса, никаких компаний больших. И, ну и, соответственно, IT-комьюнити было маленькое, так же, как и музыкальное комьюнити. То есть Сербия деревня такая для меня до сих пор. Вот. И в связи с этим всем мы как бы это поняли, когда там пожили уже недели 2-3. Мы, возвращаясь к моему пути до Америки, мы задались, короче, идеей получить туристическую хотя бы визу в США. Вот просто у нас была идея такое, знаешь, из кино, из детства, что вот в США все получится. В США вот то, что надо. И, в принципе, вот на этой идее мы просто начали двигаться, пытаться получать визу. С туристическими визами в Сербии было очень тяжело, ну, чтобы в США получить, потому что там очереди большие, чтобы получить визу, нужно ботов заказывать. Короче, очень тяжело. И мы узнали, что намного легче получить на Бали в Индонезии. Вот. И мы просто, короче, месяца 2 жили в Сербии, и потом полетели на Бали. Как раз с целью получить именно визу в США. То есть это не просто так, знаешь, на Бали отдохнуть, как-то, не знаю, время хорошо провести. То есть у меня была цель реально именно получить визу в США. Но отдых, конечно, там кайфовый. Вот, на Бали. Но мы туда приехали спустя 2 месяца после того, как в Сербии были. То есть в феврале мы уже были... В сентябре я был в Казахстане, в ноябре где-то я был в Сербии, и в феврале я уже был на Бали, в конце февраля. Вот. И там же я тоже как бы пытался продолжать параллельно двигаться и по музу, и по IT-сфере, но что по той, что по другой сфере на Бали, ну, по музу вообще забей, то есть там музыка, да, популярная какая-то уже играет, можно диджей, что-то делать, но комьюнити, соответственно, вообще никого нет. То есть люди, и то же самое касаемо IT, вроде есть комьюнити даже, но все эти комьюнити просто пытаются заработать с тебя денег. То есть я не ощутил там никакого вайба, типа, что можно с кем-то что-то просто на вайбе что-то сделать. И я понял, что Бали это вообще не место, где нужно работать. То есть люди туда приезжают со всех стран не работать, а отдыхать. Поэтому там нет смысла, короче, искать какие-то сотрудничества, какое-то партнерство. И, ну, для нас цель была Америка, поэтому меня это не расстраивало, мне было все равно уже. Вот. И спустя тоже месяц, наверное, или 2 на Бали мы поехали в Джакарту. Это там 2 часа от Бали лететь, чтобы как раз визу оформлять в США туристическую. Ну, мы на Бали уже сначала документы собрали, оплатили пошлину, и вот нас вызвали в Джакарту, в посольство США, чтобы уже проходить интервью. И там случилась неприятная ситуация. У нас тогда уже было 3 друзей, и только одного другу дали визу. А 2 остальным, то есть мне и другому человеку, сказали, типа, нет. Просто нет. А причина, ну, стандартная, типа,
недостаточно доказал, что у тебя не иммигрантские намерения. Вот, то есть они не дают визу, если они подозревают, что у тебя не что у тебя иммигрантские намерения, что ты хочешь остаться в Америке. А вот, Вот. На а тот ты с какими, вот тут поподробнее, потому что интересно. А ты подавался, получается, на туристическую визу, и у тебя были билеты, у тебя был там отель, бронь, и получается, нет? чтобы получить визу в США, там все намного проще, чем в Европу, проще, чем Шенген. Ты просто заполняешь документы, по сути, свои данные заполняешь, кто ты, что ты, где учился, где работал, твой доход, на словах просто в Мгм. интернете запишешь это все. Пишешь о родителях, вот, и примерный план готовишь, что ты будешь делать в Америке. Все. Вот это все составляешь, отправляешь эту форму, платишь пошлину, и потом уже на интервью они дают решение. То есть в этом-то и прикол, что если Шенген это чистая бюрократия, ты просто подал вот это заявление, подал, типа, у тебя стейтмент банка, что у тебя есть деньги, что у тебя есть билеты, что ты вернешься, и все хорошо. И дают Шенген, да? А здесь дают тебе визу или нет, решает просто миграционный офицер. То есть ты ему даешь просто свои данные, и он вот так вот сидит и разбирается, давать тебе визу или нет. То есть я вот так подхожу к офицеру, она мне такая говорит, я еще не успел даже подойти, она мне уже сразу говорит такая, типа, why you wanna go to USA? Типа, ну, причина, почему ты хочешь приехать в США. И я уже сразу, типа, понял, что мне пиздец. То есть она без вот этого всего такого, знаешь, типа, йоу, добрый день, здравствуй, просто сразу, why? Я такой, ну, we wanna travel through USA. Она такая сразу, who we? Типа, кто вы? Типа, я сказал, мы хотим, типа, мы с друзьями. Она говорит, кто М. вы? И я понял, что теперь мне точно пиздец. То есть, ну и все, и так и случилось. То есть она мне еще пару вопросов задавала, типа, где работаешь, есть ли недвижка в России, есть ли семья в России, жена и прочее. То есть она пытается найти мои связи с Россией. Мгм. И, по сути, она не убедилась, что у меня есть достаточно тесные связи с Россией. Пожарная. Мешает? М, Достаточно. Да. Да, давай сейчас сам проедет. Она прям здесь. Ой-ой-ой. Чисто США. Вот. И, короче, да, и она просто ну, не смогла убедиться, что у меня есть связи с Россией, и просто поставила мне сразу, извините, нет. Прям сразу сказала нет. И ты хоть что говори, не говори, уже нет. Я просто прям там в визовом центре шепотом, но я думал, что я очень громко кричал what the fuck. В смысле? У меня такие надежды были на это, знаешь? То есть я уже думал, что ну все, я уже представлял, как мы по США двигаемся там и с IT-проектами, и с музыкальными проектами. То есть для меня это очень сильно расстроило. То есть тогда для меня это было прям реально потеря, как будто бы я, ну, смысл жизни потерял. Когда я понял, что мне не дали визу. А другу дали, вот, с которым мы в Сербии изначально были. И, по сути, он почти на следующий день взял билет в Лос-Анджелес, а у него здесь уже отец был. То есть он просто к отцу сразу прилетел, и все. А я стал перед выбором: оставаться на Бали, как-то дальше двигаться, что-то делать, там IT-проекты, не знаю, музыкальные проекты какие-то. Либо он мне уже активно рассказывал про вариант, как можно пройти через Мексику. Вот, у него друг там проходил через Мексику, еще отец тоже проходил через Мексику. Вот, у отца был очень тяжелый путь, и я тоже из-за этого очень сильно переживал, типа, ну, блин, я не хочу такой тяжелый путь себе. Там и их чуть ли там не обворовывали, и угрожали, еще что-то. Короче, было неприятно осознавать, что со мной такое может произойти. Но тем не менее, как бы я реально стоял перед выбором, что делать, и решил, что, блин, ну по-любому, если я хотел в Америку, то надо. Надо что-то делать. И я, в принципе, просто легко, как бы, посидел в чатиках, посидел, посмотрел, как это реально люди сейчас проходят, и выяснил, что есть очень простой способ, без всяких нелегальных движений, типа, там, знаешь, люди в тачках проезжают, э, какие-то вообще вот такие стрёмные способы в багажниках там. А есть
в тот момент как раз вышло приложение CBP One, которое позволяет, по сути, Shadow запланировать переход границы официально. То есть ты официально говоришь, что мне нужно убежище в этом приложении, заполняешь тоже свои данные базовые, типа имя, фамилия, отчество, где работаешь, там, по сути, все. И потом ловишь дату. Типа, потому что очень большой спрос на эту тему, и пройти сразу, типа, не получается. И кто-то месяцами ждет дату. Вот. Но я просто полетел в Мексику. Дату можно ловить именно только в Мехико-Сити, то есть в городах ближайшей границы. И я прилетел в Мехико-Сити. Сначала в Канкуне был неделю, но это отдельная история. Вот, потом, по сути, прилетел в Мехико-Сити, сразу начал ловить дату, и через 3 дня, через 2 дня, по-моему, даже, все, я поймал дату на через 2 недели. То есть мне надо было 2 недели еще ждать, чтобы... Ну, то есть я, грубо говоря, приехал 7-го, дата у меня 21-го. 21-го у меня переход границы. Вот. И все, я просто в Мехико-Сити тусил еще 2 недели, потом приехал на границу, в приграничный город Рейноса, и в назначенное время мы организовались группкой, подошли к границе, нас офицер встретил, уже очень благоприятно, очень так, знаешь, с уважением вообще все было, просто нас провел, мы посидели в, скажем, таком МФЦ, как все называют. Ну, похоже на МФЦ, просто такие сиденья. У вас там сидит человек 20-40, и вас берут отпечатки пальцев, фотографируют, макшот делают. Вот. И просто оформляют документы, которые нужны в дальнейшем для легализации твоей. Вот. То есть, по сути, это документы, которые говорят о том, что ты требуешь убежища, прошел границу нелегально. Ну, по факту нелегально, но по документам нелегально, по факту все легально, как раз по факту, да. То есть по CBP One, то есть я ни через тачку, ни через багажник. Вот. И я просто где-то часа 4 там посидел. Мне еще прививку сделали Pfizer. Вот. Ну, короче, все более-менее как будто бы спланировано, организовано очень хорошо. Вот. И через 4 часа просто выходит офицер, подходит ко мне тоже с уважением, объясняет все, вот это вот, там, вот это тебе надо сделать, сюда позвонить, вот такая-то у тебя дата суда, тебе надо будет явиться в суд. Спросил меня, где я буду жить, я ему сказал, что в другом месте, не том, где я указывал изначально. Он говорит, ой, тогда тебе нужно изменить дату, ничего страшного, просто там, ой, не дату, а место, где у тебя будет суд. Ничего страшного, говорит, просто там подай заявление туда-туда. То есть я ощутил уже тогда, это уже американец, я уже ощутил тогда такое уважение, типа, к человеку, и я охренел. То есть за все эти 5-6 месяцев, которые я путешествовал, это единственное место, где я почувствовал себя настолько комфортно и безопасно, что просто жесть. То есть в Казахстане там какие-то у нас были ситуации с ну, казахами там в приграничных районах, там всякие, ну, как их, ну, короче, типа гопники, все такое, да. В Сербии просто как-то там все в Сербии всех уважают, русских уважают, но все равно ощущалось, что ну, как-то так относятся, не особо, чтобы прям с уважением, как здесь. И вот я приехал сюда, а в Мексике вообще жесть была. Я как только в Мексику прилетел, у меня сразу в Мехико-Сити прилетаю, я взял себе автобус до какой-то точки, а потом Uber начал заказывать. И у меня был чемодан с собой. Я стою просто на остановке, курю, ко мне подбегают, приезжают, короче, два полицейских на мотоциклах и просто начинают жестко шмонать. И такие, Дракс, есть Дракс. Я такой, чуваки, что за херня? Я просто тогда такое очко присел, типа, что происходит? Вот так меня встретила Мехико-Сити, и как меня встретила США. Просто так все по полочкам разложил, спокойно, с уважением. И я сразу понял, все, здесь реально все так, как в фильмах, все так, как говорят, знаешь, все либерально, все очень свободно и круто, и очень комфортно, приятно. Делай просто что-то, работай, приноси пользу обществу, и у тебя все будет хорошо. Вот. И, в принципе, с такой мыслью я до сих пор живу, и до сих пор она поддерживается. Вот. Ну и вот, в общем-то, я оказался в Америке.
Ну и дальше просто начал адаптироваться. Сначала к другу приехал в Сиэтл. И, ну да, вот примерно вот так вот я оказался в Америке. Вот эти первые эмоции, которые ты получил при приезде вообще в США, они до сих пор вот с тобой? Ну, получается, вот свобода, или, не знаю, там, ты увидел нью-йоркские небоскребы, и больше тебя Нью-Йорк не впечатляет. Или, вот есть такое? Слушай, я вот сейчас даже... yeah, I'm using it, yeah. You can... Yeah, using, bro, sorry. Я, короче, вот даже приехал сейчас в Мемфис, и здесь тоже есть какие-то небоскребы, высотки, то есть, оказывается, тоже большой город интересный. И я вот въезжаю в него, и у меня до сих пор такое, типа, вау, охренеть. То есть у нас, например, ну, например, не знаю, не хочется говорить плохо про Россию, но вот как у меня есть опыт от России, да, чтобы было вау, это мне надо приехать либо в Москву, либо в Питер. Ну, может, Владивосток еще какой-нибудь, да, ну, тоже, ну, не факт. А здесь как будто очень много таких точек, где ты реально офигеваешь с того, насколько все непривычно, по крайней мере. Возможно, для тех, кто здесь уже живет долгое время, это все уже привычно, но, типа, куда я не приезжаю, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Мемфис сейчас, там, Лас-Вегас, везде я нахожу что-то, что меня очень сильно впечатляет, и в каждом месте, так или иначе, я себя очень свободно и комфортно чувствую. Вот сейчас я сижу в 3 часа ночи в каком-то баре в Мемфисе, и норм. Мне вообще офигенно. И я с этого в шоке, типа, что вау, типа, я не знаю. А твой первоначальный путь, получается, с работы. Ты легализовался официально в США, и вот что дальше? Ну, не легализовался еще, как бы. Этот процесс устроен так, что отступлю немного, типа, что я сейчас у меня сейчас статус ожидаю депортации. И я должен в суде доказать, что меня не надо депортировать. Что Мгм. меня, типа, я требую убежища. Вот. Но так как это демократическая страна, то этот процесс растягивается на несколько лет. То есть у меня, получается, скоро будет один суд. Там я просто познакомлюсь с судьей, познакомлюсь, мне зачитают там права, расскажут, что делать дальше. И потом мне могут через год назначить новый суд. Потом через год еще суд. У кого-то суды откладываются лет на 5. И они все это время находятся в статусе ожидаю депортации и собирают какие-то документы, кейсы, но в это время ты можешь оформить себе разрешение на работу, получить Social Security Number, то есть, по сути, самый важный документ для американца. Вот. Но только не можешь получить грин-карту. В принципе, ты можешь деньги зарабатывать, существовать, покупать себе квартиры, дома, машины, но статус у тебя будет, ожидаю, депортации. И этот статус накладывает на тебя то, что если ты хочешь выехать из страны, ты должен, прежде чем выезжать, у офицера иммиграционного попросить так называемый пароль на въезд. Вот. То есть без этого пароля тебя просто обратно не пустят. И не важно, что у Мгм. тебя здесь недвижка, машина, что угодно. Были случаи, когда люди все это как будто бы теряли. Их просто не Мгм. пускали обратно. Вот. Ну и по сути, я как только приехал, вот да, как ты говоришь, называешь, легализовался, ну, по сути, просто меня впустили. Вот. Я поехал сразу к другу в США, в Сиэтл, штат Вашингтон. Он там уже с отцом был. И, в принципе, меня встретило первое такое... Ну да, первое такое разочарование было от Америки, потому что он жил тогда вместе, по сути, в деревне. Я, то есть, думал, что я сейчас приеду в Америку, и там будут вот эти небоскребы, все мне хотят дать деньги, все просто в восторге от меня, я от них в восторге. А я приехал в деревню, где вообще нет движа. И первый месяц я еще работал на удаленной работе в России, получал в районе 150 тысяч рублей в месяц. И второе разочарование меня встретило, что 150 тысяч рублей в месяц, что являлось тогда, ну, допустим, по тому курсу еще $2000, это очень мало. Это очень мало. Вот. То есть, как я потом выяснил, на еду в месяц долларов, ну ладно, если по минималке, можно тратить долларов, наверное, 400-500. Тебе нужна обязательно машина, потому что без машины двигаться в Америке только в Нью-Йорке можно, где есть метро. Это долларов 800 за аренду. Ну, здесь активно люди сдают машины в аренду, ну, $800.
То есть уже $1200 минус. Из 2000 долларов, которые я зарабатываю с российской работы. Я в шоке был. Я не знал, что делать. Я жил как бы у друга с его отцом и понимал, что российская работа мне вообще не помогает никак. И через какое-то время я уволился оттуда и понял, что ну все, надо что-то делать здесь уже. И пошел чисто по пути обычному иммигрантскому, который проходят все люди, которые сюда приезжают. Это подработки. Вот. И моя первая подработка была самой, наверное, жесткой из возможных. То есть ты можешь пойти в такси, можешь доставкой заниматься, можешь что еще делать? Ну да, самое распространенное на самом деле такси и доставка. А есть еще такая тема, как мувинг. Это когда ты помогаешь, короче, людям с переездами. Америка славится еще тем, что люди здесь постоянно переезжают. Потому что ты, например, работаешь в каком-то штате. Вот я работаю, допустим, в штате Вашингтон, да, там, в городе Сиэтл, какую-то компанию. Допустим, ну, американец какой-нибудь работает, да. Потом ему могут сказать, типа, мы хотим тебя повысить, только тебе надо переехать в Нью-Йорк. Все. И у него выбора нет, как бы. У него повышение, и он со всей семьей переезжает в Нью-Йорк. Вот. И люди постоянно переезжают, и я как раз работал мувером на мувинге. Что это за работа? Это, по сути, ты приходишь в дом, упаковываешь весь дом в коробки, упаковываешь всю мебель там в специальный материал, чтобы ничего не повредилось, и загружаешь в трак. Потом ты на этом траке едешь в другое место и выгружаешь это. Вот, и так каждый день. Но я бы там не работал, если бы не одно но. Когда я работал программистом, даже в России, на самой лучшей работе, которой я работал, я зарабатывал там 210 тысяч рублей в месяц. То есть, ну, по текущему курсу это там в районе $70 в день. На мувинге, когда ты просто таскаешь коробки, пакуешь вещи, таскаешь коробки, ты зарабатываешь от $180 в день. Тут как бы, ну, тебе может не нравиться что-то, ты можешь казаться, что тяжело, но это $180 в день. Понимаешь? Поэтому я как бы через не хочу, через силу продолжал как бы работать на мувинге. В течение 3 месяцев я работал там. И там у меня появилось понимание, что вообще такое жизнь. Потому что я все время занимался всю свою жизнь как бы сначала программированием, потом ушел в музыку, музыкой занимался активно. То есть такая, скажем, жизнь более-менее, скажем, свободная. Ты можешь там, не знаю, ты встречаешься с друзьями, ты что-то обсуждаешь, какие-то проекты создаешь. Насыщенная, интересная жизнь. А когда ты работаешь на мувинге, ты весь день таскаешь коробки, вечером приходишь, никакой. Твоя команда, люди, с которыми ты работаешь, просто напиваются, потому что работа стрессовая, ты целый день просто делаешь какую-то фигню, и у тебя нет выбора, у тебя нет никакого творчества, ты просто работаешь, механическая работа, и ты реально начинаешь терять, короче, себя. И я вот в моменте, там, где-то в июле, у меня вот в июле был день рождения, 21 июля, и я заработал деньги, там, где-то в районе $1500, в районе $1500 заработал там недели за 2, и поехал на свой день рождения в Нью-Йорк. То есть я работал прям каждый день на мувинге, и потом просто решил, все, нет, что-то происходит не так. Я не успевал заниматься ни музыкой, ни программированием, ничем вообще, кроме мувинга. Я поехал в Нью-Йорк, там просто активнейшим образом отдыхал, каким угодно способом, если ты понимаешь, о чем я отдыхал, вот, на протяжении недели. И тогда у меня сложился, в принципе, пазл, что мувинг — это хорошо, деньги $180 — это хорошо, но это, ну, здесь невозможно, короче, с этим мувингом, ну, как бы развиться. Развиваться здесь надо только с помощью бизнеса. Потому что у меня на работе, вот на мувинге, были коллеги, которые по 2 года работают, по 3 года работают. Вот такой работой, прикинь, просто коробки таскают. И я с этого был в шоке. Я после своего дня рождения просто понял в августе, что нет. Я вышел в августе снова на эту работу, и я понял, что все, надо что-то делать с этим. Потому что я не могу так находиться на этой работе, а я уже, получается, у меня нету... Я
оборвал все контакты с российскими проектами айтишными. Я оборвал вообще все, и у меня не было выбора. Мне надо было только работать здесь. Я понял, что надо что-то мутить, что-то делать. Как бы я мог заработать за месяц там, в районе $5000 на этой работе. Ну, я себе, в общем, поставил такую цель глобальную. За август заработать там $5000 и уехать в Лос-Анджелес. Пытаться реализовываться в IT, в музыке, где угодно, но только не возвращаться типа на мувинг, потому что это просто ад. И я поставил себе такую цель и встретился с еще одной проблемой, что на мувинге ты работаешь, ты стрессуешь, ты нифига не ешь нормально, потому что вечно в дороге, на заправках еда, да, и ты вечно торопишься. И, в общем-то, так как-то вышло, что вроде бы я и заработал в районе $5000, но к концу августа у меня осталось $2000. Просто $3000 улетело на всякую херню. На еду, там, на какие-то кафешки. Одна вещь была очень классная. Я сходил в Портленде, город Портленд. Я сходил на студию звукозаписи, тоже об этом можно поговорить. На студию звукозаписи и отдал там за 4 часа $275. Вот. Не знаю, как это много в сравнении с Европой, с Россией, но это без инженера, это я сам просто там находился в студии. То есть это $60 в час где-то. И вот, ну и в принципе к концу августа пофиг, у меня осталось 2000, я уже не изменял в себе, знаешь, и поехал в Лос-Анджелес. Просто с $2000 остался в Лос-Анджелесе и начал там мутиться, развиваться. Вот, и в Лос-Анджелесе я реально понял, что можно получить все, что я хочу, как раз так, как я хочу. То есть вот это вот то, что в фильмах показывают, что ты случайно встречаешься с каким-то человеком, и вы открываете многомиллионную компанию, или вы там, ты подписываешься на какой-то лейбл, внезапно просто жизнь твоя изменяется за один день. Это реально про Лос-Анджелес. Вот. Ну, в общем-то, примерно вот так. Вот до сегодняшнего момента, до сентября, моя жизнь в Америке происходила. То есть, по сути, это был мувинг почти все время. Почти, 3 месяца из 4, которые я в Америке нахожусь. Давай И обсудим это еще было вот, жестко. давай обсудим про вот американскую идею, американскую мечту, которая на данный момент, я думаю, движет большинство россиян. То есть, кого там спросишь, молодого чувака, типа, куда ты хочешь, и в идеале это, конечно, у него будет в Америке. Начать там свой бизнес, начать двигаться именно в Америке. Как ты думаешь, вот почему именно американская мечта движет большинство молодыми сейчас? Если отвечать на вопрос «почему?», то это пропаганда, это фильмы, это вся масс-медиа культура, на которой мы росли, на которой мы учимся музыке, на которой мы учимся всему, по сути. Все здесь создано. Мы сейчас пользуемся Дискордом здесь созданным. Bless you. Вот, мы всем пользуемся, что создано было так или иначе здесь. Но самое важное, надо понимать, кем это создано. Это создано все мигрантами зачастую, в большей степени. То есть второй вопрос, который мог бы быть, правда ли, что есть американская мечта и что она как бы реализуема? Да. Вот. То есть реально все, что построено здесь в Америке, ну не все, да, по сути все, да, можно сказать. Большая часть, все, что создано здесь, это создано приезжими, которые, как бы попали в условия, где они могут комфортно этим заниматься. Ну, относительно комфортно, но в целом в условиях, здесь и реально есть такие условия, где ты можешь добиться успеха в чем ты хочешь. В этом и есть американская мечта. Вот этот либерализм, что ты можешь заниматься чем угодно, быть с кем угодно, хоть хоть как угодно себя идентифицировать и быть успешным. Иметь семью, дом, машину, хорошую зарплату, заниматься любимым делом. И это все реально реализуемо там в течение, там, не знаю, 5, 6, 7, может быть, зависит от того, как двигается кто, лет. Думал ли ты, что в Европе такое возможно? Вот именно у тебя или у других пацанов? Я про Европу думал, что
такое возможно, опять же. Ну, просто казалось, что везде, кроме России, потому что я жил в России, и там что-то не получалось, да. Ну и опять же тоже, как я рос в России, мое окружение, я не видел вот таких успешных, быстрых каких-то успехов, каких-то крутых людей вокруг себя. И поэтому я считал, что в России это невозможно, и поэтому мне казалось, что везде, кроме России, реально можно быстро развиться, там огромные деньги. Но поездив вот по странам, там, Казахстан, Сербия, там, в Дубае какое-то время был, ну, там, пока, по сути, ждал самолета, вот, пока ждал самолета, ну, там, пару дней, допустим, да. Ну, то есть какое-то понимание уже понял о каких-то странах. В Испании я был только в целях туризма, особо не понял ничего, ни как там двигаться, но вот все, и в Греции тоже я был, тоже как турист. Но все как будто бы мне говорило о том, что очень сложно в Европе двигаться. Я до сих пор так считаю, что в Европе сложнее, чем здесь. Ну, я не знаю, я там не пробовал двигаться, но мнение такое есть. То есть об Америке у меня было мнение, что здесь легче двигаться. И как будто бы так и оказалось. Ну, относительно легче. Мгм. Про Европу как будто бы у меня до сих пор мнение, что здесь там тяжело двигаться. Это вот скорее, кстати, к тебе вопрос реально. Ты уже там пожил какое-то время, год, полтора, сколько? Два? Полтора где-то, да. Полтора. И вот скорее реально к тебе вопрос. Интересно реально, как тебе воспринимается, насколько тяжело там Ну, развиться? это потом. Еще хотел вопрос, нет ли у тебя впечатления, что тебе хотелось бы подальше все-таки от России оказаться, потому что, ну, и от военного конфликта тоже. Вот не было На такого. самом деле, ну, может, какие-то моменты такие когда-то были, но, знаешь, у меня изначально была позиция всегда такая, что я всегда хотел в Америку, а вот этот конфликт просто дал мне толчок. Просто, ну, делай. Ты хотел, езжай. Вот. И я даже сегодня, пока ехал, я, короче, ехал ну, изначально из Лас-Вегаса, в общем, в Атланту, по всей, по сути, Америке. То есть в Лас-Вегасе, да, в Лас-Вегасе минус 10 часов от Москвы, а ближе к Атланте, ну, в Атланте уже минус 7 часов от Москвы. Я смотрю, типа, что у меня время приближается к Москве. Я сейчас с Россией активно работаю, там, созвоны, все такое. Я смотрю, что у меня время приближается к Москве. И я поймал себя на мысли, что я скучаю, что мне нравится даже это, что я как-то ближе к Москве, ближе к России. Что, ну, для меня все равно Россия как бы дом, и какое-то, ну, приятное чувство, тепло. То есть у меня нет такого, что я просто избегаю России, поэтому я здесь. Типа, если бы у меня была возможность сейчас приехать в Россию и вернуться обратно без проблем в США, я бы прям сегодня-завтра поехал бы просто там на недельку-две чисто встретиться со всеми. Пофиг на конфликт, на все там, что там меня могут забрать куда-то, типа, разрулить все можно, я считаю. Поэтому ну, реально, я бы с удовольствием приехал в Россию сейчас. У меня нет какого-то побега от России. И я вообще, знаешь, просто какой позиции придерживаюсь, что я не придерживаюсь, не привязываюсь к какому-то определенному месту. Я просто, мне нравится ощущать себя свободным, что я могу где угодно находиться. Там, хоть на Бали развиваться, хоть в Европе, хоть в Америке. То есть я понимаю, что даже если в Америке там все, мне скажут, уезжай, я поеду в Европу пытаться. Я поеду на Бали, я поеду там куда угодно. То есть у меня нету такого, что типа я хочу вот только в Америке или я хочу уехать подальше от России. Просто я вижу где-то возможностей больше, я туда еду. Вот. Ну, мне кажется, где возможности больше. Вот. Америка пока оправдывает это мнение. Мгм. Удается ли баланс сейчас соблюдать между музыкой, творчеством и вот работой, которой ты занимаешься? А, Сейчас уже будто есть в этом прогресс. Но изначально, конечно, было очень тяжело это делать, потому что 70% времени любого американца занимает работа. Это не только мигрантов. Я общался с многими американцами в Мексике, пока в Канкуне был. А, Там один американец вообще жаловался, он американец, все хорошо, все документы есть. Он работал бухгалтером, то есть зарабатывал, ну, я думаю, в районе 5-7 тысяч долларов в месяц. Ну, может, 4. Ну, не знаю, сколько бухгалтеры зарабатывают. Я думаю, они нормально зарабатывают. 5-7.
Это такой минимум, чтобы жить нормально. И он говорил, что он устал, что он не может так жить, что он постоянно на работе. Я общался здесь с айтишниками, которые работают в Гугле, там, в крутых компаниях, и жалуются о том, что они 100% времени уделяют работе, и у них нет времени ни на что. Они зарабатывают десятку в месяц, а тратить не успевают, потому что постоянно на работе. То есть средняя жизнь американца — это работа. Ты просто в найме сидишь в офисе. Это средняя жизнь американца. И поэтому я вот в такую жизнь сразу же влился. То есть, находясь на подработках, по сути, я влился в такую же жизнь среднего американца. И потом включилось во мне то, что можно видеть в рилсах американских. Типа, соблюдай дисциплину, вставай в 5 утра. Вот это вот все, знаешь, мотивационные рилсы. Они, может, смешно выглядят, особенно когда ты находишься не в Америке. Но почему, да, я находился именно здесь и максимально себя погрузил в эту среду, пойдя на работу, вот, которая занимала у меня 100% времени, я начал из этих рилсов для себя очень полезные мысли выцеплять, как совмещать жизнь и работу. Что вообще с этим делать? Ну вот я работаю, зарабатываю деньги. Они тратятся, если их не откладывать, если их не вкладывать никуда. Ты зарабатываешь $5000, ты заплатил за квартиру 2, за машину 1000, на еду потратил, просто погулял, что-то сделал, все, их нет. А это, 500 000 рублей сейчас. В России как будто бы ты за 100 000 рублей все свои потребности закрыл, у тебя 400 000, ты с ними что хочешь делаешь. А здесь нет. Либо ты очень бедно будешь жить. Бедно жить, я, так говорю, конечно, жестко, но просто не с таким комфортом, как в той же России ты бы жил. То есть это ты будешь жить, скорее всего, в комнате, в большом доме, соответственно, у тебя есть жильцы в этом доме другие, либо ты живешь в хостеле, тоже это может быть хороший ухоженный дом, но это хостел, типа кровати просто друг на друге, там куча людей. И что в том, что в другом случае у тебя нет никакого приватного пространства толком. Ну, даже если ты в комнате живешь, это недостаточная приватность, там на кухню пойти, там кто-то, какой-то человек левый вообще, которого ты не знаешь. Это вызывает какие-то все равно неудобства, дискомфорт. Ну да, то есть ты живешь не в таком комфорте. Здесь реально средний уровень жизни, то есть тебе нужно больше зарабатывать, чем в России. И поэтому я начал думать, типа, как делать, что делать с этой ситуацией. Я работаю просто на свое существование, просто выживаю. И коллеги мои по работе делают так же. Они все отмазываются, может, не отмазываются, может, это реально их план, и все окей, но они все говорят, мы сейчас ждем сначала, что мы получим документы, потом получим разрешение на работу, ССН, и пойдем на работу какую-нибудь. Но эта работа такой же, как бы, образ жизни. Ты работаешь на выживание, у тебя остается едва ли каких-то денег, и тебе очень тяжело что-то сделать большое, как-то развиться, вот эту американскую мечту получить, да. И тут как раз-таки вступают вот эти советы из рилсов и прочее о том, как свою жизнь устроить здесь в Америке. То есть первостепенно это просто дисциплина. Ты четко расписываешь, что тебе надо сделать за день. Ты находишь время ночью, вечером, утром, перед работой, после работы. Просто любая свободная минута ты занимаешься каким-то проектом, в который ты веришь, который ты думаешь, что может тебя освободить от этого рабского образа жизни. То есть я сейчас в данный момент как бы занимаюсь IT-проектами, потому что я понимаю, что они могут... Ну, у меня есть навык, скилл в этом больше, чем в музыке, несмотря на то, что у меня была студия звукозаписи, но пока у меня четкого понимания, как здесь вот с музыки делать кэш большой, нет. А с IT-сферой есть. И просто я сейчас как бы выстраиваю дисциплину в своей жизни таким образом, что у меня есть какая-то подработка для того, чтобы иметь кэш 100%, чтобы существовать. У меня есть IT-проекты для того, чтобы выбраться из этого. И у меня есть музыка, чтобы просто не сойти с ума от этого образа жизни. То есть музыкой я сейчас занимаюсь чисто для души. Чисто реально, чтобы не сойти с ума, чисто для того, чтобы эмоционально себя в порядке держать. То есть как это у меня происходит? Просто либо, как у меня случилось с Портландом в августе, у меня образовался выходной день, у меня там оставалось $500, из которых $275 я просто с кайфом отдал на студию, просто потому что я понимал, что
мне это поможет эмоционально чуть-чуть подбодрить себя. Вот. И то есть сейчас у меня образ жизни состоит вот из этих как бы 3 основных сфер. Работа, чтобы жить, музыка, чтобы эмоционально жить, чтобы все было хорошо, и IT-проекты, чтобы реализоваться. Вот так вот. Мгм. А в каких городах США уже был? И вообще как? Так как, так как я работал на мувинге, я был почти во всех городах западного побережья, то есть от Сиэтла до Лос-Анджелеса. То есть мы работали, по сути, по всему западному побережью, ездили по разным городам, вот. Но вот именно был, чтобы прям гулял, чтобы как-то прочувствовал, это Сиэтл, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сакраменто и Портленд в Орегоне. Вот, Лас-Вегас так, 3 раза где-то был, но в основном по работе. То есть особо не прочувствовал вот этого именно вайба Лас-Вегаса, где нужно тратить деньги, нюхать кокаин и, и всякой херней страдать. Вот, то есть вот этого не было в Лас-Вегасе. Такая у меня рабочая была. А так вот, да, это Сиэтл, Лос-Анджелес, Сакраменто, Портленд, Нью-Йорк. Вот. Вот сейчас в Мемфисе. Я уже могу сказать, что я прочувствовал его. Кстати, когда в Мемфис въезжал, я в Ютубе посмотрел, типа, я слышал про Мемфис рэп, слышал уже про эту тему, да? Да. И есть какой-то Мемфис рэп, я начал изучать, что это такое, и, короче, наткнулся на шортс в Ютубе, типа, что в Мемфисе очень сложный акцент, очень странный. И вот ко мне 2 человека сейчас подошло, я их не понимал не потому, что громко, не потому, что я не понимаю английский, а потому, что у них реально акцент стрёмный какой-то. Я их не понимаю просто. А вот если говорить вот как раз про это, основные культурные различия между обществами, ты прочувствовал? Я думаю, да. И самое основное, это, опять же, вытекает из свободы. Я вижу это так, что в Америке ты можешь быть кем угодно, и тебе будет комфортно. И это и хорошо, и плохо, ну, и в какой-то степени плохо, потому что ты можешь быть бомжом, и тебе будет комфортно. Тебе здесь обеспечат жилье, тебе здесь обеспечат еду, тебе здесь обеспечат какой-то базовый комфорт, только, ну, жилье в шелтере, там, где ты можешь иногда ночевать, еще где-то, а, ну, бомжи реально как будто бы чувствуют себя ок, поэтому их здесь так много. Поэтому здесь реально, вот я даже был в Лос-Анджелесе, в даунтауне, в центре города, там огромные такие высотки, как Москва-Сити, и под мостами палаточный городок из бомжей. И никто с ними ничего не делает. Свобода. Вот. И, в принципе, людям всем пофиг. То есть люди здесь, вот, тоже к культурному различию, мне кажется, что все люди здесь, ну, так в среднем, можно сказать, даже лучше, они занимаются своим делом. Им нет дела до тебя, у них своих проблем до хера. Им вообще все равно, бомж, что здесь стоит, они может там, ну, кто-то может скажет что-то, ну, как бы всем пофиг, реально. И я вот даже к Артемию приезжал в Феникс, где он учится, знаешь, да, что Артемий Да. тоже с нашей. Вот он учится в Фениксе, штат Аризона, и я приехал прям к университету, и рядом с университетом парковка. Ну, не парковка, а газ-стейшн, заправка. Я просто приезжаю, и там какой-то сюр происходит. Там ходит, ну, человек 10, наверное, людей. Все неблагополучные какие-то, либо бомжи, либо просто бедняки. Кто-то курит, кто-то чем-то упоролся, и просто как зомби гуляют по этой заправке. Я смотрю на это, меня Артемий встречает, и я, я вообще не понимаю, что происходит. Здесь его стоит университет дорогущий, где реально круто все. И прям рядом с университетом гуляют куча бомжей. То есть вроде бы даже у нас на Курской, где мы учились, тоже как бы вроде бы не такой благополучный райончик, там можно было встретить каких-то бедняков, но ну, там все равно как бы нормально было. Это не было такого, что прям на улице. А здесь это повсеместно, просто бедные люди, бомжи могут на улице какой-то херней страдать, упарываться чем-то. Опять же, свобода в плане наркотиков тоже как будто бы здесь просто жесть какая. Здесь реально вот в Орегоне, как раз в Портленде, насколько я знаю, я не спробовал, но там можно достать все, что угодно,
и очень просто. То есть тебя даже никто за это... Ну, то есть нет такого, что, типа, проверки какие-то, шмонания. Здесь вообще полиция тебя просто так не остановит. Ты должен что-то нарушить, чтобы она остановила тебя. Вот, то есть ты должен либо превысить скорость, либо как-то себя вести очень вызывающе. Только тогда полиция будет с тобой разбираться. А так, типа, всем пофиг на тебя. Делай, что хочешь. Упарывайся, чем хочешь. Прикинь? Вот это Вот такие культурные различия. какие-нибудь проекты на будущее, цели на будущее. Сейчас у меня цель, план такой. Я сейчас устроился на новую работу, намного комфортнее. Сейчас вожу пикап-трак, буду перевозить тачки. По сути, работа заключается просто в том, чтобы ездить по всей Америке на тачке, на нормальной. Вот. Ночевать в отелях можно, либо в тачке, достаточно комфортно. Ну, я, скорее всего, в отелях буду чаще ночевать, потому что в тачке вообще не очень. Она хоть и большая, но как бы это тачка. Вот. А, и я сейчас планирую заработать кэш в районе 10 тысяч долларов. И также, по сути, сделать, как я в августе сделал, перебраться только уже не с 2000 долларов, а хотя бы с десяткой. И в Лос-Анджелес перебраться уже в квартиру, а не в комнату. Там двигаться по IT-проектам. Вот об этом могу рассказать, кстати, подробнее, ну, почему я выбрал именно Лос-Анджелес. Потому что об этом стоит рассказать. Лос-Анджелес — это реально очень, очень мощное место для всех людей, которые хотят развиваться в чем-либо, какие-то проекты делать. Рассказать? Да-да-да, конечно. М. Короче, для меня просто Лос-Анджелес был таким местом, как будто бы очень, очень известным. И кино там снимают, ну, как Голливуд там. Вот, и индустрия там, и музыкальная, и кино, и IT. Ну, в Калифорнии во всей IT-индустрии там развита. Больше, наверное, Сан-Франциско, Силиконовая долина. Вот, Лос-Анджелес — это 6 часов, это 4, наверное, часа от Сан-Франциско ехать. Поэтому считается, что Сан-Франциско лучше ехать, если ты хочешь быть айтишником. Но мне было все равно, потому что я и по музыке двигаюсь, и по IT-сфере. Поэтому для меня было норм, типа, поехать в Лос-Анджелес, даже если там не будет IT-сферы. Но я встретил обратное на самом деле. Я только приехал в Лос-Анджелес, сразу поехал на Санта-Монику, на Венес-Бич, на вот этот популярный пляж, где там качки тренируются, где там на роликах катаются, где там скейтбордисты, вот эта скейт-площадка. Просто я приехал туда, первое сразу впечатление о Лос-Анджелесе. Я припарковался, я не знал, короче, можно здесь парковаться, нет. Спросил у какой-то женщины, рядом стоящей, у девушки, а, можно ли здесь парковаться. Она мне в подробностях объяснила, можно или нет. Потом она со мной познакомилась, говорит, чем ты занимаешься, откуда ты. Я выяснил, что она маркетолог. Мы обменялись контактами, очень хорошо пообщались. Через неделю или две мы с ней уже сидели в кафе с ее парнем и обсуждали IT-проекты. И активно обсуждали настолько, что ее парень говорит, типа, йоу, у меня есть друзья, с которыми, типа, тебе надо точно связаться, им там нужны иногда программисты, вот, там, какие-то проекты, классно. То есть я только приехал в Лос-Анджелес, сразу встретил какого-то человека, просто левого, случайного какого-то человека, с которым уже какие-то появились коннекты, какие-то возможные планы для работы. И потом вторая такая встреча, еще встреча. И я понял, что Лос-Анджелес — это такая маленькая деревня, где все друг с другом легко знакомятся, но а, уровень знакомств как бы намного выше. Ты можешь спокойно пообщаться с типом, у которого в банке там миллионы долларов. Он может быть инвестором, и ты просто рассказываешь ему о каком-то проекте, он тебе выпишет чек там на 10 тысяч долларов, ну, как бы вложится в твой проект. Это про Лос-Анджелес. Такие ситуации реально происходят. Ну, и у меня, в принципе, такой план сейчас. Так же делать. Дальше продолжать знакомиться, только не просто знакомиться, а уже выходить на работу. Уже, ну, на работу с этими людьми, я имею в виду. То есть на проекты какие-то совместные делать с этими людьми, получать инвестиции, реализовывать какие-то проекты. Потому что в Лос-Анджелесе
это как будто реально очень просто делать. Ты умеешь, если знаешь английский, у тебя есть какая-то базовая, знаешь, харизма, ты умеешь просто общаться, ты заинтересованно умеешь о чем-то говорить, все, успех обеспечен. Просто дело времени, реально. То есть вот Лос-Анджелес для меня поэтому такое место. Пока я не увидел, ну, я не пробовал в музыке как-то там двигаться, не успел еще. Но и я, ну, я могу сказать так о смежной индустрии, о индустрии дизайна, о индустрии одежды. И это вот, например, в Лос-Анджелесе сходил в магазин одежды, кастомный магазин, там какой-то дизайнер делает одежду, там ресайкл, все вот эти модные слова. Вот, прикольная одежда, средний чек у нее там от $1000. Ну, что и для Америки достаточно дорого, на самом деле. Вот, и вот, например, уровень взаимодействия, уровень доверия. Я один раз пришел к нему в магазин и говорю: йоу, я вот хочу проект мутить, видосы снимать там, мне вот нужна одежда, как-то можно ее там, ну, либо в аренду взять или еще что-то такое. И, несмотря на то, что одежда стоит там от $1000, он такой говорит: ну да, в принципе, можем сделать в аренду там за полцены. Он такой, ну, короче, я к чему говорю, что очень легко найти все, что тебе надо в Лос-Анджелесе, а в Лос-Анджелесе это высшего уровня, то есть одежда за $1000, там студии охеревшие. а, Очень легко можно найти, просто пообщавшись. На улице кого-то встретишь, зайдешь в какой-то магазин, найдешь какой-то коннект, который тебе пригодится. То есть это возможно, как в Москве приблизительно. Только в Москве уровень людей не такой высокий. Уровень бизнесов не такой высокий. А здесь как бы он высокий и точно так же открыт, как, ну, относительно как в Москве. Вот. Не то, что в Москве прям тоже открытые все люди такие, но как я пробовал как бы там тоже реализовывать проекты. В принципе, все тоже шли навстречу, но в Лос-Анджелесе точно так же можно легко, короче, со всеми познакомиться и выйти навстречу, только там уровень людей выше. Вот. Мгм. У меня, кстати, подача. Yeah, let's go, crazy. Here it is. Да. Окей. У меня, кстати, подача на американскую визу 20 какого-то числа. Октября. В октябре. Туристическую? Да, да, да. Но Успехов. она, но она у меня уже была, поэтому я думаю, А, может быть, дадут. ну и у тебя еще до сих пор ты учишься, да? Да, да, да. Да, скорее всего, легко дадут, потому что вот если есть такие фишки, типа, что ты где-то учишься в какой-то стране, это значит, что ты, скорее всего, вернешься. Ну, это, типа, маловероятно, что ты останешься в Америке. Вот, Мгм. поэтому, да, должно быть все окей. Поэтому успехов. Уже виделся с Денисом Бостон? Нет? Вот с Денисом я не успел увидеться. Я был в Нью-Йорке, это рядом с Бостоном, но тогда не было возможности, я был занят отдыхом. Вот. А вот успел увидеться только с Артемием э, в этом Фениксе. Ну и слушай, Вот. Ну, чем потому что рассказывать? вот, вот это тоже интересно, на самом деле. Он учится в очень хорошем универе. Это новый университет, только построенный, в него вкладывают очень много денег. Э, Артемий говорит, что вот Феникс сам по себе город не особо богатый, но этот университет, можно сказать, градообразующий. В него вкладывают очень много денег, индусы всякую вокруг индустрию, ну, развивают, чтобы как бы поддерживать университет, студентов. Ну, короче, вроде бы крутой универ, но он говорит, что там люди, которые там учатся, они не особо музыкальные. То есть в Москве у нас в Московской школе музыки было намного больше творческого движа, намного больше интересных людей, с которыми можно поколлабиться, что-то сделать, чем там. Там они все, как он говорит, все там небинарные персоны, пиздец красиво выглядят там или как-то как фрики, да, но на деле они не могут себя показать, типа, в музыкальном плане. Для меня вот это было удивление, типа, такой мощный университет, они платят дофигища бабок, там, $40 000, по-моему, за семестр, да? Что-то такое он говорил. И, и люди, короче, не занимаются музыкой, они просто ходят на пары,
И хотя у них в распоряжении есть все. У них огромный парк микрофонов. Ты можешь в аренду все это брать бесплатно. У них огромные там всякие аудиокарты любые берешь. Даже ноутбук можешь взять. И у них есть куча ячеек, типа мини-студии, где ты приходишь, там изолирована более-менее комната, колонки стоят. Не мониторы, кстати. Колонки просто, типа JBL вот эти концертные. Ох, Ну, я не знаю, что за решение, почему они так сделали, но норм. Ну, помимо этого, у них есть более серьезные студии тоже в университете, которые тоже можно арендовывать, но там есть ограничение, что ты должен быть на курсе, то есть ты должен уметь этим пользоваться, чтобы тебя допустили. Вот, и вроде Артемия сейчас допустили, и вот с ним тоже интересно пообщаться, на самом деле, подробно. Но вот что я увидел, я там 2 часа, по сути, побыл, мы поджемили с ним в этой ячейке студийной. И вайб такой же, как в Московской школе музыки, только люди не те. И опять же, сравнивать, если с Московской школой музыки, то вот университет, в котором учится Артемий, это Московская школа музыки на максималках. У нас там, не знаю, грубо говоря, по сути, только 2 репетиционные комнаты и там записывающая будка вот эта, да, а у них там куча ячеек студийных, огромные есть студии с кучей синтезаторов, там, клевых, Джуна, Муги, все очень круто подключено, все, приходи и пользуйся. Вот это классно. Э, да, то есть получается, что как будто бы университет офигевший, а люди как будто не особо. Я не понимаю, почему так, честно. Потому что, например, в Сиэтле я ходил на студию звукозаписи к чуваку. Он организовал студию у себя в общаге. Это даже не студия, у него просто есть Neumann ТВМ-103. У него нет мониторов, у него просто колоночки какие-то стоят и ноутбук. И это стоит $35 в час. Я такой, это что происходит? Ну, суть не в этом, суть в том, что есть люди, которые активно в музле пытаются с самых низов граинде что-то делать, да, но они не в музыкальных университетах. Они где-то вообще, ну, в других местах находятся. То есть Америка как будто вот об этом тоже, что не факт, что в музыкальных университетах ты найдешь каких-то крутых, гениальных артистов, скорее ты их найдешь просто вот так же просто познакомившись где-то. Скорее всего, у них нет денег на университет. Вот. понял. И это круто, я считаю, что тебе не надо поступать в какой-то офигевший университет, чтобы найти какого-то очень классного артиста для коллаба или там открыть студию звукозаписи и работать с кем-то. То есть здесь реально self-made развит вот так. Ты можешь быть кем угодно, как я и говорил в самом начале. Ты можешь быть музыкантом, учась. Он вообще на философа учится, тот тип из этого. Но он считает себя звукоинженером, сам всему научился. Как-то смог продать мне аренду своей студии за $35 в час, блин. Хотя это просто комната в общаге, не изолированная, нифига. Ну, то есть как-то люди грандят, пытаются что-то делать, даже без университетов, без больших денег. Короче, в этом плане кайф. И поэтому я так себя здесь свободно и комфортно чувствую. И с такой уверенностью говорю, что я сейчас заработаю кэш, в Лос-Анджелесе снова приеду, уже квартиру сниму и смогу реализовать себя и в IT, и в музыке. Ну, вариантов просто нет. Просто все, что нужно делать, это делать что-то. Это самое главное. Да. Так Ну, что давай, всем что-то делать. не буду тебя задерживать, я там уже выгоняю. Ну да, выгоняют. 3 часа ночи все-таки. Я вообще рад, что я в 3 часа ночи нашел какое-то заведение, потому что обычно я просто на заправках где-нибудь кофе пью и спать ложусь. А так хоть какое-то развлечение появилось еще интересное. Вот, и опять же, средний статистический рабочий, скорее всего, бы пошел спать сейчас. А мне так не интересно. Мне вот интересно с тобой пообщаться, сейчас в каком-то баре посидеть, с какими-то людьми пообщаться, получить какие-то эмоции. И, блядь, потому что это Америка. Бери все по максимуму. И я еще самый такой инсайт, я начал ценить вообще каждый день. Потому что, типа, времени так-то не так много. Ты зарабатываешь не так много денег, чтобы нихуя не делать. Ты заработал денег и сразу лучше их, короче, куда-то вкладывать, применять. Это тоже держит тебя в тонусе постоянно. Но вот на эту волну надо как-то выйти, какую-то дисциплину получить. Тоже не все
Многие просто в комфорте живут, как бы зарабатывают деньги и тратят их, там, обеспечивают себе жилье какое-то базовое. А кто-то пытается находить вот такие вот время, как я сейчас нахожу время, просто с тобой пообщаться. Мне это что-то даст, тебе это что-то даст. Вместе мы как-то подрастем. И об этом вся Америка. Какие ты делаешь движухи, вы растете вместе, и все счастливы. Жизнь просто происходит. Это кайф. Мне промыли Да. мозги американцы. Ну да, этот культ продуктивности, я прям слышу от тебя вот это. Да. Опять же, главное, когда ты приедешь сюда, это постараться максимально попробовать прочувствовать, как живет средний американец. Не просто по туристическим местам походить, именно попытаться там по студиям походить, как-то выйти на какие-то коннекты, тот же самый Лос-Анджелес съездить. Особенно если я тогда буду уже там, скорее всего, в октябре, и что-то вместе помутить. Потому что только так можно прочувствовать реальную Америку. А просто туристические места это, ну, прикольно. Я побывал на Манхэттене, вау. Это ничего, короче. Ну, это так, 1-2 дня этому уделить, а остальное время постараться, короче, максимально вот такая О, красота, какой прикинь, да? видочек вообще, да, очень стильно. Охренеть, я даже сфоткаю. Все. Так, вот. Короче, интересная жизнь, я не знаю. Может, я реально себе что-то напридумывал, но пока все, что я придумываю, оказывается правдой. То есть я думал, что Лос-Анджелес реально крутой город, и так и оказалось. Я не знаю. Это я, кстати, как раз вот когда в прошлый раз был, я был именно в Лос-Анджелесе. И это было 9 лет назад, 9 лет назад я был. Офигеть. Как тебе тогда Лос-Анджелес? Все те же бомжи, очень, очень тепло, и когда видишь, конечно, все эти бренды, мировые бренды, и как тогда еще в России это какой-то 2014-2013, это как раз когда в России все хорошо, мы зарабатываем деньги прям на пике. И приезжаешь в Америку, и, конечно, тоже удивляешься все равно. Да. Не, вот, брат, реально, если ты приедешь в октябре, дай бог, я бы... Мне, честно, почему я по музыке не смог до сих пор подвигаться, потому что реально... Я об этом не рассказывал на подкасте на этом, но вот когда я был в Лос-Анджелесе, реально было очень одиноко. Типа, просто когда ты там один, в IT-сфере я еще как-то могу сам себя как бы там максимально прорекламировать, какую-то ценность показать и найти каких-то единомышленников. А в музыкальной сфере пока еще тяжело, потому что не так ну, нету прям каких-то серьезных результатов. И ну, может, я просто не уверен в музыкальной сфере, и поэтому хочется с кем-то, типа, чтобы кто-то здесь был, и вместе там на студии просто прийти, вместе в какую-то тусовку влиться. Типа, я заряжен на эту тему 100%, потому что я не вижу другого варианта. Здесь только так надо двигаться. Типа, ты где-то с кем-то законнектился, придумал какой-то проект, там, тот же подкаст записал, он там нашел какого-то человека, известного, у него там друг, не знаю, знакомый, он его позвал на подкаст, все, ты взлетел, ебать. Вот так это работает. Знаешь эту девчонку, которая интервью с Дрейком проводила в кровати? Да, Может, слышал, да, да, видел? видел. Она же пиздец что как взлетела. Ну, конечно, да, она из-за Дрейка взлетела, но как она вышла на Дрейка? Но у него харизма прям очень сильная, конечно, это ей помогло как раз. Ну, а по сути обычная девчонка, тоже из Лос-Анджелеса. И тоже, насколько я знаю, сейчас она живет, ну, как она говорила тоже в подкастах, тоже где-то там снимает не самое дорогое жилье, просто вот занимается своим проектом, потому что она понимает с самого начала, что она может пойти работать там в Starbucks, не знаю, и всю жизнь работать в Starbucks. Либо она может сделать какой-то коммитмент в свою мечту какую-то, начать делать подкасты, и вот у нее стрельнуло. Ну, конечно, вот ты рассказываешь, это, конечно, вот вообще не европейский менталитет. Вот, чтобы описать менталитет европейцев, это вот, наверное, нужно все-таки не отрывать от России, потому что, ну, как бы мы
Мы все-таки, как будто Москва, именно Москва все-таки ближе к Европе по менталитету, Да, поэтому не да, так тут все наверное. устроено. Да, вот знаешь, поэтому я и не хотел бы жить, оставаться в Америке. Потому что здесь вот это вечное, короче... вот даже, знаешь, на самом деле я тебе очень много говорил про то, что там надо общаться с людьми, там, нетворкинг, все такое. Но есть обратная сторона этой темы, нетворкинга, что мне тоже этот человек из Лос-Анджелеса сказал, что, по сути, очень много в Лос-Анджелесе таких встреч просто бесполезные. Потому что один человек, которому что-то нужно, встречается с другим человеком, которому что-то нужно. И вы друг друга думаете, что, типа, ну, друг другу, по сути, продаете что-то. И ни к чему это не приводит. Это... А нужны им в основном деньги. То есть ты думаешь, что, типа, вот, я сейчас встречусь с этим человеком, и все, он мне даст деньги. И я также думаю, я сейчас встречусь с этим человеком, он мне даст деньги. А нет. И поэтому вот здесь, наверное, ключевой момент не, не встречаться с мыслью о том, что типа вот я стану успешным и у меня будет много денег, а встречаться с мыслью о том, что у меня есть классная идея, той чувак, хочу с тобой поработать, давай что-то попробуем сделать. То есть именно вот такой творческий реально подход какой-то. Но опять же, почему-то мне кажется, что здесь нету, как раз не хватает такого иногда менталитета европейского, московского, российского, когда какого-то уюта, знаешь. Почему я в Лос-Анджелесе чувствовал себя одиноко? Потому что все люди там в состоянии бегов. Надо заработать деньги, чтобы просто выжить. Надо что-то сделать, чтобы просто выжить. Я работаю 24/7, чтобы выжить. И, конечно, это все, ну, как-то так, угнетает немного. Поэтому иногда хочется просто уехать куда-нибудь в спокойное место, где нету вот этой гонки какой-то. Америка, она реально вот про гонку, про достигаторство, про культ продуктивности, как ты правильно сказал. И это дает плюсы какие-то, тебя реально взращивает как личность, но в то же время жить здесь как будто бы тяжелее именно, ну, на постоянке. Поэтому многие американцы точно так же уезжают и в Европу жить на постоянку. И, ну, если могут позволить, конечно. Вот. А чтобы позволить, надо иметь либо бизнес, либо удаленную работу там. Ну, а удаленной работы здесь вообще, кстати, я так понял, отказываются. То есть тоже, может, по новостям слышал, я тоже здесь реально в жизни слышу, что тот же Google не позволяет удаленно работать. Ты должен в офис приходить. Ну, конечно, столько аренда всех Да, этих да, офисов да, да. стоит. Зачем они их арендуют? Да, то есть получается, чтобы выбраться из страны, в сути, и путешествовать, например, тебе либо нужно взять отпуск, либо, короче, заниматься чем-то своим, быть музыкантом, быть программистом, быть там художником, дизайнером и иметь возможность зарабатывать деньги самому. Вот, то есть, наверное, знаешь, можно Америку сравнить как это такой, знаешь, инкубатор. Ты сюда приходишь, развиваешься, потом уезжаешь в свою страну, и либо в другую страну, где тебе комфортно, и уже просто пожинаешь плоды того, что ты здесь сделал, вот, если ты что-то делал. А если ты просто работаешь на базовой работе, выживаешь, то тебя ждет, ты ничего не добьешься просто. Ну, либо добьешься очень базовой жизни какой-то. Там платишь за кредиты, здесь очень все в кредит можно взять, и дом можно взять в кредит, и машину можно взять в кредит. И ты, по сути, всю жизнь работаешь на то, чтобы это все обеспечивать. Для многих американцев такая жизнь норм. Но я сегодня тоже общался с Дариной как раз на эту тему, о том, что Америка, она же про либерализм, про свободу, а суть, а это я еще у Яна Топлиса подсмотрел, суть этого либерализма в том как раз, что ты можешь быть кем угодно. И такое, и вот эта вот политика того, что ты можешь быть кем угодно, это политика, которая возникла, по сути, в нашем поколении. То есть наше поколение как раз-таки ну, добилось, можно сказать, того, что я могу быть кем угодно, делать, что хочу, мне не надо работать на базовых работах, там просто быть, не знаю, грузчиком, быть
там, работать в Старбаксе, еще где-то всю жизнь. То есть ты можешь реально делать, что хочешь, что какую-то ценность обществу давать, и не обязательно, короче, работать на базовых работах. Ты можешь музыкантом быть, как я говорю, дизайнером, кем угодно. Вот, и вот это осознание, вот эта мысль не до всех доходит здесь. И поэтому многие просто выживают. Вот. Вот пока такие мысли, ну вот, вот реально по факту, без какого-то преувеличения. Без розовых очков. Интересно. Да, без розовых очков, да. Есть и плюсы в этом, есть и минусы. У кого-то получается, у кого-то нет. Легко это? Да нихуя. Я пиздец 3 месяца на мувинге охуел просто. Я думал, что я пиздец с ума сойду реально. И вот я сейчас эмоционально вроде спокойный, все хорошо, типа на вайбе, на чиле. Но, типа, если бы мы с тобой 2 месяца назад созвонились, ты бы увидел вообще другого чела. Реально. Это, ну, просто такой, ну, я не знаю, как описать, как с чем это сравнить. Особенно, когда ты видел другую жизнь, так тяжело просто себя вот в эту вот каждодневную, одну монотонную, тупую работу э, делать. Когда ты знаешь, что ты можешь быть музыкантом, программистом, кем угодно, и тебе приходится сделать вот эту херню, ну, ты либо сходишь с ума, начинаешь бухать, как не в себя, как делали мои коллеги, ребята, с которыми я работал. Просто каждый вечер они набухиваются. Я в ахуе с этого был. Ну, типа, прям набухиваются. Там, по бутылке вина выпивают, вот, там, водку могут выпить. И потом с утра снова на работу, вечером опять бухать. И это такая жизнь вся. А почему бухают? Потому что они сами не вывозят эмоционально. А почему не вывозят эмоционально? Потому что они не знают, что делать. Они вот, ну, у них дофига обязательств, им надо платить, как-то деньги находить. И вот они работают на том, что могут. Вот это страшно, вот это тяжело из этого выбраться. Ну да, Но когда ты когда ты вот, подсаживаешься, особенно. да, особенно Ты не когда тебе можешь платят вроде сменить. нормальные деньги, Да-да-да. да. И поэтому я считаю, что только ты понял, что здесь действительно можно развиться со своих творческих каких-то проектов, со своих IT-проектов, и тогда становится легче. Когда у тебя какие-то первые появились, даже вот у меня просто появились знакомства в Лос-Анджелесе, мне намного легче теперь осознавать, что я легко приеду в Лос-Анджелес, неважно даже, где буду жить, делать, и у меня есть какие-то классные знакомства, которые могут мне помочь поближе прийти к реализации там в IT пока что. В планах еще, конечно, знакомства в музыке, которые помогут мне ближе в реализации в музыке быть. И вот знаешь, на самом деле, знаешь Войтенко, да? Кого? Игорь Войтенко. Нет, Игорь нет, не знаю. Войтенко. Короче, есть такой блогер фитнес, который очень много топит про тоже продуктивность, культ продуктивности. Вот он года 3-4 назад, по-моему, тоже переехал в Америку. И, в принципе, хорошо себя здесь чувствует. Ведет блог, запустил блог на английском, он взлетел почти сразу. Запустил приложение, еще что-то. Короче, куча всяких проектов делает. Офигенно себя здесь чувствует. Да, это тяжело в плане того, чтобы построить вот эту дисциплину, каждый день что-то делать. Вот в чем сложность. Что ты просто каждый день должен уделять время какому-то своему делу, проекту, а не просто, короче, только тусить, не знаю, работать и тусить, работать и тусить. А реально ты вот должен что-то делать. Как будто бы для меня в Москве этот образ жизни рабочий был ок. Как бы все работают, и я работаю, норм, норм. Как бы да, тяжело, может быть, ну, пойдем с пацанами там попьем пиво, и все окей. Как бы Москва тоже на самом деле стремится к этому образу жизни, что ты можешь быть кем угодно, и очень много, ну, мы это видим, типа, что у нас очень много в Москве есть типов, которые и дизайнеры, чуть ли не мировые известные, ну, по крайней мере, в Европе точно известные, а, и музыканты тоже мутят что-то, и киноиндустрия тоже мутит что-то. Но, опять же, в России тяжело это развить до такого масштаба, как здесь. Здесь легче развить до масштаба свои идеи и продукты. Если ты достаточно дисциплинирован, чтобы работать над ними. Вот. Такая вот мысль. На самом деле, мне кажется, что вот такие мысли, они... Я до сих пор их не могу нормально доносить, и я просто чувствую это здесь. Но, например, когда я рассказываю это своему другу, который до сих пор в Сиэтле живет с отцом, я ему говорю: йоу, приезжай в Лос-Анджелес. Я здесь живу, мне просто пиздец сложно одному, гол вместе двигаться.
Ну, он что-то медлил, у него там, он хочет там учебную визу получить, учиться здесь. Я ему говорю, блин, чел, ну, типа, здесь реально можно развиться, если делать что-то. Он такой, да ладно, давай пойдем на такси. Я говорю, какой такси, ты с ума сошел? Блин, я только ушел с мувинга, чтобы не заниматься этой херней. Я говорю, давай в IT-проектах двигаться. Давай как-то деньги мутить. Давай что-то делать, дисциплинировать себя. Нет. И только сейчас, как бы, когда он уже сам это видит глазами, какие есть возможности, только сейчас он начинает понимать, что да, это действительно так, что надо так делать. И сейчас начинает понимать, что надо дисциплинировать себя, какие-то делать проекты. То есть реально, пока ты сам этого не увидишь, это может казаться культом продуктивности, каким-то просто бредом. Поэтому я не знаю, как возможно реально рассказать об этом. Это надо реально видеть и жить здесь, прочувствовать здесь. Вот, такие вот мысли.